Приветствую вас, друзья! С вами Роман Фат. Сегодня я хочу поделиться с вами практикой, которая поможет привлечь в жизнь достаток и удачу. Речь пойдет о 10 кодовых фразах, взятых из моей системы коды подсознания, над которой я работаю уже много лет. Эти фразы не просто волшебные слова, которые вы заучите и будете ждать чуда. Они своего рода ключи, открывающие дверь в пространство ваших истинных возможностей. Моя задача показать вам, как правильно ими пользоваться, а уже ваша применить знания и пустить в жизнь новые энергии. Почему эти фразы так важны? Потому что наш разум склонен залипать на проблемах, а подсознание легко поддается внушению и программированию. Когда вы многократно повторяете себе «мне не везет», «денег нет», «удачи не бывает», подсознание это тут же запоминает как программу к исполнению и начинает любыми способами подтверждать ваши же негативные убеждения. Результат – все идет криво, а человек только сильнее укрепляется в убеждении, что ему действительно не везет. Коды подсознания, напротив, работают как якорь на позитивном поле. В вашем мозгу формируется устойчивая связь между мыслью и желаемым состоянием, достатком, удачей, успехом. Эти кодовые фразы из моей практики, из моей книги «Коды подсознания». И я не случайно выбрал именно 10 для сегодняшней темы. Они наилучшим образом подойдут тем, кто хочет укрепить финансовую стабильность, достигнуть успеха в делах, в карьере, в бизнесе, а также вообще начать жить в атмосфере везения и процветания. Прежде чем мы перейдем к конкретным кодовым фразам, напомню основные правила их использования. Первое. К фразам нужно относиться серьезно и произносить их в состоянии уверенности и доверия ко Вселенной. Представьте, что подсознание – это своего рода волшебный ребенок, который находится внутри вас, который верит каждому вашему слову. Если вы будете повторять фразы робко и насмешливо, эффекта не ждите. Но если подойдете к этому искренне и сосредоточитесь на спокойствии и вере, результат не заставит себя долго ждать. Второе. Время для их произношения. Лучше всего их произносить утром сразу после пробуждения и вечером незадолго до сна. Именно тогда подсознание наиболее открыто для внушения. Плюс перед сном вы погружаете установку в глубину вашей психики на всю ночь, а утром с нее начинается ваш день. Третье. Число повторений. Я рекомендую вам повторять каждую кодовую фразу не меньше 21 раза. Почему именно 21? В ряде эзотерических и психологических практик считается, что именно за 21 повторение формируется устойчивая нейронная цепь в нашем мозгу. Понятно, что это не жесткое правило. Но из моего опыта именно 21 повтор достаточно для того, чтобы фраза как бы врезалась в ваше подсознание и начала работать почти автоматически. Четвертое. Состояние во время произношения. Постарайтесь быть расслабленным. Ровно дышите и не держите в голове посторонние мысли. Если вы чувствуете, что мысленный шум не дает вам покоя, сделайте несколько вдохов и выдохов, представляя, как вы выдыхаете беспокойство и вдыхаете спокойствие. Вы можете закрыть глаза, если это помогает вам сконцентрироваться. И пятое. Не забывайте, что любая работа с собственным сознанием и подсознанием требует регулярности и искреннего намерения. Одно дело просто проговаривать слова, совсем другое осмысленно применять их в жизни. Если вы будете использовать эти кодовые фразы ежедневно, достаточно даже утром и вечером, уже через пару недель заметите изменения в настроении, в самочувствии, а потом и в событиях, начинающих складываться в вашу пользу. Теперь переходим к самим кодовым фразам. Все они взяты из моей книги и уже проверены временем. Многие мои ученики и клиенты с их помощью выходили из кризисов, находили новую работу, притягивали финансы и вообще становились более удачливыми людьми. Итак, встречайте 10 кодовых фраз для достатка и удачи. Первая кодовая фраза «вместе». Почему именно вместе? Потому что очень часто наше сознание и подсознание разобщены. Сознание живет логикой. Страхов и сомнений там пруд-пруди.
А вдруг не получится? Мало ли что, я недостоин и прочие самоограничивающие убеждения. А подсознание, наоборот, может прекрасно знать, как нужно действовать, чтобы привлечь деньги и успех. Но без согласия сознания не может проявить эти знания в реальности. Код вместе – это команда сознанию и подсознанию объединиться, действовать слаженно, быть одним целым. Когда вы произносите вместе, вы словно активируете режим синхронной работы ума и глубинных сил. У вас больше не возникает внутреннего конфликта. Хочу, но боюсь. Ведь сознание и подсознание пошли рука об руку к общей цели. Вторая кодовая фраза «получается». Фраза «получается» имеет мощный психологический эффект. Она приучает мозг видеть результат не как далекую мечту, а как происходящее уже здесь и сейчас. Это слово содержит в себе установку на успех в настоящем времени. Произнося «получается», вы говорите своему подсознанию: все, за что бы я ни взялся, уже начинает срабатывать, и у меня уже все выходит. Это работает как позитивное внушение, стирающее сомнения. Вместо тревожных «а вдруг провалюсь?», «а точно ли получится?», ваш ум слышит уверенное «да, у меня уже получается». Этот код хорош как для ежедневного повторения, так и непосредственно перед любыми значимыми событиями, собеседованиями, переговорами, экзаменами. Третья кодовая фраза «обрести». Продолжая линию финансов и удачи, нам важно не только говорить себе «получается», но и обрести то, что мы уже намеренно создаем. Обрести значит материализовать, воплотить, чтобы реальный результат оказался в вашей физической реальности. Если «получается» дает импульс к действию, то «обрести» закрепляет итог, подводит к точке «я реально это имею». Чаще всего эту фразу я советую повторять тем, кто стремится к конкретным целям. Новый доход, своя квартира, машина, выигрыш в конкурсе, успешная сделка, ну и так далее. Код «обрести» задает четкий вектор: не просто пытаюсь, я действительно беру это в свои руки. Четвертая кодовая фраза «считай». Это мой любимый код для денежного эгрегора. Считай, словно вы даете сигнал своему подсознанию. Мы работаем с деньгами. Мы начинаем их считать, приумножать и аккумулировать. Когда человек говорит «считай», он незримо подключается к такому обширному полю, как мир денег. Это как если бы вы встали на берегу реки, у которой бесконечно много воды. Нужно просто уметь зачерпнуть. Если вы в своем воображении делаете акцент на том, что считать, это значит уметь грамотно работать с финансами, выстраивать отношения с денежной энергией. И внешняя реальность тут же начинает откликаться. Приходят неожиданные заказы, клиенты, возможные подработки. Самое главное, повторяя «считай», не загонять себя в жадность и чрезмерное напряжение. Относитесь к деньгам как к потоку. Тогда код «считай» будет работать легче и эффективнее. Пятая кодовая фраза «впредь». Я называю ее кодом перспективы. Впредь задает вам установку на то, что отныне и на будущее вы твердо идете путем успеха. Если код «обрести» нужен, чтобы прямо сейчас взять какую-то цель, то впредь говорит: а дальше, в следующем периоде, в следующем году, в каждой новой ситуации я буду открывать только лучшее. Словно вы подписываете контракт со своей собственной жизнью. Впредь с этого дня я живу в режиме уверенности и процветания. Нередко этот код помогает людям, уставшим от хронических неудач. Он стирает прошлые паттерны, которые тянули человека вниз, и формирует позитивное видение будущего. Шестая кодовая фраза «сделано». Это слово звучит так, как будто вы уже выполнили и завершили то, что задумывали. Когда вы произносите «сделано», мозг воспринимает это уже как свершившийся факт. Очень полезно использовать этот код при постановке целей. Например, вы хотите в ближайший месяц увеличить доход на 30% или устроиться в компанию мечты. Вместо «ой, наверное, я попробую» говорите «сделано». Вы как бы ставите печать «исполнено» на своем намерении. Этот код учит вас смотреть на задачу не как на цель, а как на данность, которая вам уже принадлежит.
Конечно, за словами должны следовать и действия, но изменение отношения к результату дает колоссальный рывок. Уходит тревожность, уходит суета и приходит ясность. 7-я фраза – поворот. Иногда, чтобы выйти из неудач или притянуть деньги, нам требуется сделать поворот. Сменить стратегию, взглянуть на жизнь по-другому, выбрать другую нишу, переехать в другой город. Но ум боится перемен. Ему комфортнее жить по старому укладу. Тут уже все известно, а там неизвестно ничего. Код «Поворот» помогает преодолеть это сопротивление и повернуть руль судьбы туда, где вас ждет свежий поток удачи и возможностей. Если вы чувствуете, что надо развернуться, работа не устраивает, отношения зашли в тупик, вы буквально ощущаете, что пора менять все. Тогда мысленно скажите «Поворот» 21 раз, представляя, что ваша жизнь действительно делает поворот к лучшему. Это открывает дорогу к лучшим переменам. 8-я кодовая фраза «подсоедини». В контексте достатка и удачи «подсоедини» означает просьбу к себе же, к своему подсознанию. Подсоедини нас к эгрегору успеха и к миру больших денег, к потоку изобилия. Помните, что мир денег – это один из самых мощных энергетических потоков на нашей планете. Беспристрастно ждет тех, кто готов взять из него благо, не нарушая гармонии и не уходя в жадность и воровство. Когда вы произносите «подсоедини», вы будто ставите антенну в сторону глобального поля успешных энергий, позволяя этому полю знать о своих намерениях и начинаете захватывать волны, способствующие процветанию. Эффект усиливается, если вы мысленно видите, как ваша аура расширяется и охватывает возможности, о которых вы прежде и не подозревали. 9-я кодовая фраза «Я есть». Это один из самых сильных кодов, который перекликается с библейским «Я есть», формулой абсолютного присутствия. «Я есть» значит, я присутствую. Я осознаю свою силу и право на благополучие. Я существую как творческое начало. Зачастую люди терпят бедствия и финансовые проблемы, потому что не чувствуют, что достойны иметь. Их самооценка занижена, им неудобно просить о повышении зарплаты. Неловко называть высокую стоимость своих услуг. Страшно заявить о своих талантах. Код «Я есть» пробуждает чувство собственной значимости, но без лишней гордыни. Это скорее уважение к себе и вера в то, что вы полноценная частица мироздания, которая заслуживает радости и изобилия. Ну и, наконец, код «Назначь». Он завершает нашу десятку кодов. Он призывает вас стать режиссером своей жизни. «Назначь» означает назначь себя на ту роль, которую ты выбираешь. Хотите быть успешным бизнесменом, назначьте себя на эту роль. Хотите быть счастливым и финансово независимым человеком, тоже назначьте себя. Проблема многих людей в том, что они не позволяют себе сделать выбор. Они все ждут, что мир внезапно предложит им что-то, что начнется само. Но реальность такова, что именно вы можете назначить свою новую должность в вашей жизни, новую роль и новый статус. Повторяя код «Назначь», вы берете ответственность на себя и в то же самое время активируете творческую смелость. Ведь если вы не решитесь на самообъявление себя тем, кем хотите быть, никто за вас это не сделает. Итак, друзья, повторим еще раз нашу десятку кодов для достатка и удачи. Вместе объединяет сознание и подсознание. Получается, усиливает веру в то, что процесс уже идет. Обрести помогает материализовать задуманное в конкретный результат. Считай подсоединяет нас к денежной энергии, учит грамотно обращаться с финансами. Впредь закрепляет благоприятную перспективу, обещает успех во всех следующих шагах. Сделано, ставит точку, исполнено и формирует уверенность, что цель уже реализована. Поворот разрешает смелые перемены и ведет к новым маршрутам судьбы. Подсоедини подключает к полю успеха, открывает доступ к энергетике изобилия. «Я есть» восстанавливает чувство собственной значимости и веру в право на достаток. И «Назначь» утверждает вас в выбранной роли, делает вас автором вашей судьбы. Как
Как применять эти фразы на практике? Например, вы можете на протяжении месяца выбрать одно постоянное время. Скажем, утром, после пробуждения, и повторять каждую фразу по 21 разу. Можно выписывать их на отдельные карточки или в тетрадь, а рядом свои конкретные цели. Для усиления эффекта сочетайте код и визуализацию. Когда говорите «считай», вообразите, как денежный поток циркулирует вокруг вас, а вы спокойно и уверенно из него берете нужную сумму. При слове «вместе» чувствуйте, что ваши мысли и ваша глубокая интуиция идут одним маршрутом, без внутренних конфликтов. Произнося «обрести», рисуйте в воображении то, что хотите реально получить. Новую квартиру, оплаченный отпуск, предложение о высокооплачиваемой работе. На фразе «подсоедини» представляйте, что вы вставляете некий кабель или провод в огромный генератор энергии процветания, и вам тут же идет поток вдохновений, идей и возможностей. Помните, что сами по себе слова – это еще не все. Нужно вкладывать в них чувства. Не надейтесь, что вы просто механически проговорите фразу, и она все сделает за вас. Если вы изо дня в день будете повторять «получается», но при этом продолжите бояться, жаловаться, да еще и вообще перестанете действовать, вряд ли результат вас обрадует. Коды дают колоссальный толчок к изменениям реальности, но им нужна ваша живая поддержка. Готовность трудиться, общаться, рисковать, замечать знаки и видеть их. Еще один важный момент – не забывайте о благодарности и о правильном отношении к деньгам. Денежная энергия не любит, когда ею пренебрегают или жадничают. Будьте щедры, но разумны. Помогайте другим, когда у вас есть ресурс, но не позволяйте выкачивать из себя последнее. И тогда вместе считай, обрести и все остальные коды будут ложиться на благодатную почву. Вы создаете не только внешнее, но и внутреннее процветание, гармонию с самим собой, чувство потока, ощущение, что Вселенная вас поддерживает. Очень часто я получаю вопросы. Роман, а можно ли эти фразы кому-то рассказать или лучше держать их в секрете? Здесь все зависит от вашей готовности делиться. Если вы чувствуете, что человек искренне заинтересован в позитивных переменах, конечно, поделитесь с ним. Вот если видите, что человек скептически настроен и хочет только покритиковать, лучше сберегите свое время и энергию для себя. По крайней мере, пока он не станет более открытым к внутренним практикам. Друзья, в завершение отмечу. Вы можете выучить все коды из моей системы, а можете работать только с теми, что я перечислил сегодня. Все это инструменты, призванные помочь вам раскрыть ваш собственный потенциал. Главное, не теряйте веру в себя. На свете нет человека, который не заслуживал бы лучшей жизни, если он готов идти к ней честным путем, не причиняя вреда окружающим и не разрушая себя изнутри. Искренне желаю вам обрести большую удачу, финансовое процветание и душевный покой. Применяйте эти кодовые фразы осознанно, объединяйте их с личными действиями, и уже очень скоро вы заметите, как в вашей жизни начинаются времена хороших перемен. Эти фразы не просто слова, они способны изменить вашу реальность, если вы будете их повторять с верой и намерением. Запишите их и начните применять уже сегодня. Поставьте цель. Произносите фразы с уверенностью, и вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться. А чтобы эти фразы действовали на полную мощь, я рекомендую перед этим очистить свою энергетику от блоков, негатива и установок. В этом вам хорошо поможет руническая чистка. Я специально создал файл, в котором рассказал подробный алгоритм чистки, все нюансы и заговоры. Забрать руническую чистку вы можете, перейдя по ссылке в описании к видео.